Итак, всем здравствуйте, зовут меня Максимал Про. Сегодня я захотел сделать обзорчик на новую игру, которая вышла 26 апреля в этом году. Mars Warlocks. Многообещающее начало. Пока не начал скачивать, как оказалось, игра всего 2.6 весит гига, что как бы озадачило для игры 2013 года, такая слабенькая по размерчику. То, скорее всего, где-то здесь есть какой-то нюанс интересный. Скорее всего, графика будет не ахти. Ну, это первый вход в игру. По роликам в YouTube я посмотрел, вроде бы так многообещающая вещь. Ну что ж, можно, в принципе, попробовать оценить. Вначале хочу посмотреть опции, что у нас здесь есть. В принципе, стандартный набор. Кстати, игра еще не русифицированная. Ждем русификацию, ну или хотя бы субтитров. Стандартный набор, опции контроль, games. Что мы тут? Сложность, туториалы, аудио. Да, выставлял, заходил, я забыл сказать, выходил, когда первый раз зашел в игру, выставил, значит, звук чуть поменьше, чтобы слышнее было меня. В принципе, ничего, стандартная настройка. Слышно у нас видео на максимуме. Ну что ж, поехали, заценим, что это за вещь такая. Play. Ну так, стандарт у нас идет New Game. А, да, хотел перед входом в игру рассказать по превью, те, которые писали авторы. Значит, в игре идет речь о Марсе. Вот так уже понятно из названия. То есть смысл такой, что была какая-то определенная катастрофа уже у живших там колонистов, то ли уже народа, то есть непонятно, не рассказывается. По идее, в игре, наверное, будет вся история рассказана. Значит, смысл был таков, что случилась какая-то катастрофа, и Марс поделился на два лагеря. Какая-то компания и группировка. В общем, одна из сторон ловит нашего главного героя, которого зовут Рой. Написано «талантливый негодяй и циничный». Посмотрим, что это за циник. Ну, в общем, от авторов, конечно, один респект. То есть говорят, что игруха должна быть великолепная. Ну, ценим. Так, выбор сложности. Стандартная менюшка. Тоже, опять же, поставим медиум, чтобы особо не напрягаться. То есть я особо сильно комментировать не буду, так, чтобы не портить первое впечатление об игре. Поэтому смотрим. Кое-когда буду дополнять. I never really thought I'd end up in the middle of the war, but didn't really understand how. Что я могу сказать? Сразу видно, что текстурочки не ахти у нас. Я так понял, это все-таки не CG ролик. Politics was never my thing, Это у нас and guild rivalries were always over my уже на head. базе движка. I had my own problems, more along the lines of acne and Посмотрим, что нам girls. предоставит сама игра. Now I look back, I realize the fact not much was going on in my life was a good Честная thing. игра стоит в Steam $20. Это, в принципе, такие неплохие деньги There was для always нас, someone around to talk Украины и to who России. didn't have to do a thing. То есть, да, и, в Then one принципе, day the вообще soldiers came and got me and a bunch of other guys from качественной around there. графикой. They wanted us for the Может, я, company. конечно, и ошибаюсь, но я бы, конечно, не отдал бы. Максимум цена от 5 до At 10 first, I was долларов, proud of это my 10 soldier долларов это в uniform лучшем and the случае. weapons they gave us. Then I caught on. War's got nothing to do with being a hero. It's just about crawling forward with blood everywhere. Days of searing heat, jammed into makeshift, stinking trenches teeming with rats. So tired we could hardly stand but still couldn't sleep. Shaking, thinking what was going to hit us in the night. Nighttime meant marches from hell. Stepping in blood and shit. Ну, радует одно.
что за все это время наконец-то научились хоть булыжники делать неплохо. И то вот с близкого осмотрения видно, что булыжники, конечно, тоже сделаны фигово. Idiots who piss themselves Я, when they конечно, saw в the принципе, enemy не blades сильно планировал and cried обсирать like игру, но babies раз уже just на то thinking пошло. about having to kill again. Пальцы квадратные у чувака. Ничего, бывает. Марс, мутанты, все дела. Не Земля же все-таки. Симпатяшка. Could have gone on like that for ages, until it was my turn to get killed. Except, I got captured with a bunch of other guys I hardly even knew. Это унылая заставочка, так в принципе описывает жизнь типичных зэков. Can't really remember if it was day or night. I completely lost track of time. Я так все-таки полагаю, это все-таки главный герой, да, он как-то страшновато на сюжете. Но все же главный. Pretty much lost track of everything. You are now in Camp 19. If you watch your step, we will get along just fine. Prisoners to Camp 19. Get off the train and stand in line. Я так понял, они приехали на Then they зону. shook us out, lined us up. This one guy crying his eyes out. Типичный клубковник. Никакого кофе в постель. Телеков тоже нету. You're about to meet the sand pit. I want every one of you clean within the Посмотрел hour. фильм «Чужой 3». Я думаю, поймет, очень You will сильно then be стилистика taken to the напоминает. registration office. You will inform them of what you know how to do, and you will be assigned a post and a bunk. Now, get going. Типичный Fall out. нычкар, который They превращает wanted всяких us to вся в clean говно. up. Not such a bad idea. So we had a sand shower. Так, ну я думаю, сейчас дадут немножко порулить персонажам, посмотри, что к чему. Пятки это хорошо. Что ж дальше? Как неприятно видеть анимацию, когда персонаж спускается по ступенькам. Не спускается. О, типичный патч. Fresh meat. Вот, но когда спускается персонаж по ступенькам, он по ним плывет. Это просто интересно становится. Что ж нам дальше авторы преподнесут? Типично сходу. Америкосовская зона. Зашел и сразу все нагнули, поставили раком. В общем, исправили нужду. Looking for trouble or what? Tough guy, huh? Fucking retard. Ha! If you want to check out the scenery, just sit yourself down somewhere. I always like to help people out, right, guys? Так этот малолетка, в принципе, я так понял, не главный персонаж, потому что видел это на скриншотах. Им будем рулить. Don't know when to stop, huh? Думал, то You got предыстория something to была, say? ну ладно, посмотрим. Say it. Nobody speaks mouse here, dickweed. But if you're looking for trouble, you came to the right place. We're not gonna put up with some retard pissing us off. Нам уже начали угрожать, жердяй в бешенстве, в ярости. Not so smart, you know. Coming after me like that. Retards like you need to be put down like dogs. Bet you're an even bigger bastard than Харизматичный me. главный герой, конечно, мог I быть get all очень choked up just thinking харизматичный. about that poor little bitch. Asshole. Forget it, guys. This guy's a skin job. No point staying in the line of fire. А, черт, я думал, здесь хоть какая-то потасовочка будет. Интересно было посмотреть динамику игры, ДТП. Невинное дитя. Да, нам не дали порулить за персонажа. Заставка на заставке.
Thanks for helping me out. Да, построено на диалогах. Так, что же выбрать такое? Forget it. It's over. Couldn't just stand by and watch him do something like that. You okay? Better. Kind of weird, actually. I feel better than I have for a long time. Thanks again. Как интересно. No sweet, let's get out of the hair. Нет, миленький. Давай уберемся отсюда. Ну, I давай. said drop it. Still not over getting caught, huh? Anyway, if you're feeling okay, Миленький. let's get out of here. This is a death trap. Better not to stick around. Okay, I'm with you. Все, наконец-то. Деревянные повороты персонажа сразу же видно. Никакой более действий. Нельзя подойти в терло дать этим пацанам. Просто ненавижу зэков. Такого типажа. Тоже полялякать ни с кем не приходится. Ладно, потому что сзади сверкает. Собираем мусор. Тра-та-та. Тачек пригодится. Кстати, обещали, что в этой игре очень будет продуманный крафт. Будем смотреть, я так понял, с этого мусора можно в дальнейшем какое-то оружие сделать, склепать. Что, в принципе, было бы неплохо. А мусора здесь хватает, как я уже понял, даже по началу игры. Детальки всякие. Oh shit, this stuff is finished. I'll never be able to fix it here. And they'll never change it. Oh, fuck me. Тут интересного расскажут и покажут. А, Падж вернулся. Будем его называть Падж. You Падж have fun вернулся. with her? Кто играл в Hope доту, you didn't поймет. spread her too much. Meantime, me and my buddies, we figure we don't like your attitude. You may be a retard, but we're not gonna put up with that kind of shit from a nutcase who don't know good enough to open his mouth when he has to. So, we're gonna party, see? Yep, I see. Я так понял, никакого туториала сейчас покажут. Атака левой мышкой. Удар. Да, как я и думал, в принципе. Взята система боя из Бэтмена. Ага, перекаты, удары. Ага, то есть можно плюху дать, если чувак в блоке стоит. Или контролом, или КФ. Что не Get that slut's head in! Лучше плюху с ноги. Короче. Правый скайблок. У нас полный стандарт. The little slut got rectitude! Your history, you little prick! Come on, guys! Сейчас я не впечатляет вообще никаких. Появляется талантливый Рой. Только в чем он талантливый? Если даже жирного олуха в своем положении свалить не может. Еще каким-то глушителем из машины. Hey there! Stop that right now, you worms! You looking to get roasted or what? Охрана, палево, Take these палево. wrecks to the infirmary. They nearly got killed.
It's the same thing. Every time we get new arrivals, always gets them excited. Some days I wish I was at the front. You nearly killed them. And what do you think they'd have done to us if we'd been the ones kissing dirt? You gotta be ready for anything around here. Name's Roy. You? Innocent. But aren't you from Aurora? Afraid I am, kid. They called me Temperance back in the day. I figured Roy was better. Virtue names aren't exactly my thing. Ну что я могу сказать? В принципе, даже уже сейчас видно в этой игре, что это низкокачественная игра. Может быть, конечно, и составляющая идет квестовая неплохая. Я думаю, может быть, возможно, даже сценарий неплохой. Но опять же, еще раз говорю, что никак это не $20. Она того просто не стоит. К. Ну давайте посмотрим К. Что у нас дает К? Это скиллы. Кстати, да, скилла говорили, что и тут достаточно много. То есть они делятся на 3 вида. Один из них такой более боевой, второй идет ренегат. Это даже, описание. Это, черт, на английском все, конечно. Ну так понять можно, но интуитивно больше. Ну, это больше такой ассасинский стиль, короче. Ну вот даже тут со спины, с тыла на 50%, на 50, просто на плюс 50 больше урон идет. Первая помощь. То есть мастерство. Что это у нас идет? Кровотечение, я так понял. А нет, блиндинг это не кровотечение, ну неважно. В общем, мы тоже будем разбираться потом, по сути игры. Вот. И техноменси. Вот, кстати, вот об этом говорили, что здесь, значит, люди черпают некоторую силу из артефактов. Пока мне неизвестно еще каких артефактов. Ну так вот, эти артефакты им дают что-то вроде магической силы. Но я так понял, техноменси это как раз и есть вот эта вот веточка, короче, развития в себе магических способностей. Но я думаю, каждый здесь может найти в этой игре что-то свое. Ну, я, честно, поначалу это чисто стандартный америкосовский вариант сценария. Чувак зоны выбирается и начинает вершить непонятное правосудие, то есть навряд ли дотянется даже до Mass Effect'а. Можно осмотреться вокруг, уже ничего впечатляющего. Так что я думаю, даже на этом можно уже в принципе и прекратить обзор этой игры, потому что я дальше ее, честно, не стану проходить, просто даже не интересно. Первое впечатление об игре делается всегда. Для меня первое впечатление очень важное. Поэтому всем хорошего дня, удачи. Подписывайтесь на блог. Just wanted to tell you, everyone's talking about how you took out the fat guy. Да, кстати. He was embarrassing the entire Aurora army. Комментите меня в том плане, что я первый раз делаю обзор на эту игру. И поэтому немножко так в потерях, можно сказать. Ну ничего, со временем исправятся. Так что давайте, всем удачи, всем счастливого дня, подписывайтесь.